Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить грессини на закваске. Я, как обычно, буду использовать закваску Lievito Madre 50% гидратации. Но если вы пользуетесь закваской пшеничной, допустим, 100% гидратацией, то в описании под видео вы также сможете найти пропорции для этого рецепта и приготовить вместе с нами эти потрясающие грессини. Посмотрите, выглядят они вот таким образом. Это, по сути, итальянские хлебные палочки, только послушайте, как они хрустят. Ой! Они очень вкусные, ароматные, идеально подходят в качестве снека, либо ими можно заменить хлеб. Поэтому, что говорить, пойдемте на кухню и давайте скорее готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Нам потребуется активная закваска Lievito Madre. Если вы используете другую закваску пшеничную, допустим, 100% гидратации, применяйте ее, но пропорции тогда посмотрите в описании под видео. Я использую мою любимую Lievito Madre 50% гидратации, нам потребуется 200 грамм. Не забывайте, что практически в любом рецепте мы используем только активную закваску. То есть после того, как вы ее достали из холодильника, подкормили, подождали 4-5 часов, и она дошла до пика своей активности, тогда мы только можем ее использовать для теста. А я в свою очередь уже добавляю 100 мл воды и размешиваю в ней закваску. При размешивании закваски с водой постарайтесь добиться консистенции жидкой сметаны. Вот так, посмотрите. Далее добавляем любые семена по вашему вкусу. Я добавлю 2 столовых ложки семян мака. Также можно добавить сухие ароматические травы. В данном случае я возьму розмарин. Также 2 столовых ложки. Он придаст потрясающий аромат вашим грессини. И я беру также кунжут. 2-3 столовых ложки. Добавляем 30 мл оливкового масла Extra Virgin. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Далее добавляем муку, общее количество 150 грамм, из которых 30 грамм семолы, 20 грамм цельнозерновой муки пшеничной и 100 грамм пшеничной муки. Таким образом, грессини будут не только вкусные, но еще и полезные. В смесь муки добавляем 5 грамм соли. Перемешиваем равномерно все ингредиенты. Далее добавляем нашу мучную смесь в смесь с закваской. Это можно сделать порционно, так как я показываю на видео, разделив мучную смесь на 2 части. Или вы можете сразу высыпать полностью весь объем муки и хорошо вымешать тесто. По максимуму постарайтесь перемешать все ингредиенты в миске, потому что в последующем мы будем работать с тестом на рабочей поверхности.
Выкладываем тесто с остатками муки на рабочую поверхность. Вымешиваем тесто на рабочей поверхности. Если тесто все еще липнет к рукам, присыпьте его пшеничной мукой и вымешайте тесто до гладкости. Много муки нам не понадобится, уберите лишнюю с рабочей поверхности и вымешивайте тесто вот такими движениями буквально 1-2 минуты. Тесто готово, это был основной замес. Теперь приступим к раскатыванию вот такой колбаски. Как вы знаете, когда вы готовите на закваске, конечный продукт, скорее всего, вы получите только на следующий день. Но чем прекрасен этот рецепт с грессини, что грессини вы будете пробовать уже сегодня. Колбаска из теста готова. Теперь я подготовлю противень для выпечки. Я взяла решетку, положила на нее силиконовый коврик, далее пекарную бумагу и посыпаю ее семолой. Рабочую поверхность можно присыпать небольшим количеством семолы, но это не обязательно, потому что тесто будет эластичное и очень хорошо раскатываться в палочке. Отрезаем первый кусочек, и теперь нам нужно его раскатать в хлебную палочку. Посмотрите небольшой нюанс, который у вас также может получиться. Я специально не удалила это видео, чтобы вам показать на примере. Здесь на рабочей поверхности мне не удается раскатать палочку грессини. Мне приходится это делать вручную, потому что из-за того, что было обильное количество муки на тесте, она скатывается с рабочей поверхности, она скользит. А для того, чтобы хорошо ее раскатать, она должна немного быть липкой. Посмотрите, как легко мне раскатывать вторую. Вторая палочка раскатывается легко и быстро, буквально за 30 секунд. Далее выкладываю ее на решетку. Мой совет: если у вас плохо раскатываются палочки и не липнут к рабочей поверхности, скользят с нее, то просто намочите слегка ваши руки в воде, и тогда они будут раскатываться идеально. Как вы увидите в последующем, все остальные палочки будут раскатываться, как и вторая, менее 30 секунд. Полностью раскатать тесто займет буквально 3-4 минуты максимум. Старайтесь раскатывать так, чтобы толщина была равномерная по всей длине палочки. Таким простым способом раскатываем все тесто. Этого количества вам хватит на полную одну решетку. С этим тестом очень приятно и комфортно работать. Вы получите одно удовольствие.
Я закончила заниматься с тестом. Посмотрите, вот такое количество у меня получилось. Теперь накрываем эти палочки полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. 2 часа прошло. Теперь нам нужно подготовить смесь оливкового масла с небольшим количеством воды. Взбейте это вилочкой, и ею мы будем смазывать наши палочки. Далее, если хотите, можете посыпать сверху крупной морской солью или кунжутом, по вашему желанию и по вашему выбору, либо можно ничего не добавлять. Кстати, такие палочки иногда посыпают сыром в том числе. Если вы любите, можете добавить либо тертый сыр в само тесто, либо же посыпать сверху. Итак, наши грессини готовы к выпечке. Выпекаем в предварительно разогретой духовке на 200 градусов в течение 25 минут. И далее дополнительно 5 минут выпекаем в режиме конвекции. Наши грессини готовы. Посмотрите, какие они золотистые. И это невероятный аромат розмарина по всему дому. Грессини после выпечки обязательно нужно хорошо охладить. Грессини должны быть сухие, иметь тонкую корочку, внутри пористые и хрустящие, конечно. Они прекрасны в качестве снека и закуски, с ними очень удобно и вкусно кушать хумус и любые виды паштетов. Также великолепно сочетаются в сладком варианте с медом или джемом. Превосходно подходит под любое вино, поэтому это уникальный, универсальный продукт, который подойдет под любой случай жизни. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!